Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор, и на обзоре у нас веб-камера Logitech Brio 4K Pro. Для начала давайте сделаем распаковку, как это я обычно делаю в своих обзорах. Здесь ненужная макулатура написано. Здесь краткое руководство, что подключается через кабель, устанавливается, таким образом устанавливается на подставке своей. Подставку можно снимать, как видно на картинке. Можно просто ее удалить и установить на резьбовой штатив. Также есть вот такая вот шторочка, сейчас мы ее попробуем. Насколько я знаю, длина кабеля 2 метра 20 сантиметров. На одном конце у него Type-C. Это Type-C входит в камеру, а с этой стороны USB. Так как камера топовая, есть вот такой переносной чехольчик с двумя отсеками. В одном, наверное, отсеке держит кабель, в другом саму камеру. То есть, если вы используете ее, допустим, с ноутбуком, вы можете ее положить туда, так, чтобы она не поцарапалась. Скорее всего, это с этой целью. Еще такой вот шнурочек есть, можно затянуть. Так, давайте с вами распакуем, вернее, извлечем камеру из такого вот пластикового держателя. Это сделать очень легко. Как видно, вот здесь на камере есть защитная пленка. Сейчас мы ее удалим. И также в пленку упакована подставка. Давайте удалим пленки. Как вы видите, камера как бы такая двухцветная. Лицевая сторона глянец, черный глянец, а тыльная сторона такая темно-серая. Это металл, алюминий. Вход Type-C. У камеры есть возможность наклона, то есть когда она установлена на мониторе или на ноутбуке, то есть вы можете ее то есть если он как бы находится высоко, то вы можете ее опустить. Очень удобная функция. Также вот здесь все регулируется. И можно установить, наверное, вот даже вот так просто без ничего. Есть два сенсора. По-моему, один инфракрасный, другой оптический. Два микрофона. Так, давайте сейчас с вами попробуем установить эту шторочку. Кстати, давайте посмотрим поближе. Видите, здесь есть специальные такие мягкие подушечки, чтобы не повредить, не поцарапать камеру. Давайте попробуем надеть. Сделаем вот так. Ага. Таким вот образом она одевается. Ну, может быть, это не совсем красиво получается, но вот так вот для тех, кому важна конфиденциальность, можно будет просто закрыть камеру, когда вы ей не пользуетесь, и потом при необходимости ее открыть, или же полностью удалить шторочку и пользоваться камерой без этой шторки. Так, давайте подключим сейчас этот вот кабель. Он довольно-таки такой прочный, и сразу видно, что очень качественный. Здесь даже имеется логотип Logitech. Он вставляется до характерного щелчка. Все, давайте сейчас установим, подключим к компьютеру и посмотрим на изображение. Так, друзья, как вы видите, мы подключили камеру. Я сейчас включил микрофоны на самой веб-камере, и поэтому сейчас в данный момент вы можете оценить качество записи микрофонов. Они вывернуты на максимум, поэтому без каких-либо обработок
Вот можете судить сами, как это все записывается. А камеру мы сами сейчас с вами протестируем через фирменное приложение Logitech Capture. Как вы видите, я запустил его. Здесь давайте мы сразу начнем с первого пункта. Есть приоритет. Можно выбрать приоритет в этом предложении. Экспозиция или частота кадров. И давайте вот посмотрим, переключим на частоту кадров. Сейчас в данный момент это экспозиция. В принципе, практически, как вы видите, ничего не меняется. Угол обзора. В данный момент выбран максимально широкий угол обзора. Как вы видите, данная камера позволяет выбрать из 3 возможных вариантов. То есть это 90 градусов, самый широкий, 78, чуть поуже, и самый узкий вариант это вот 65 градусов. Но это в основном вот хорошо использовать во время стримов. Этот режим можно, так сказать, во время общения, а это если вы, допустим, сидите за каким-либо столом и вы не один, допустим, какая-то конференция или что-то другое, вы можете использовать вот такой вот широкоформатный режим, так сказать, захвата. HDR можно включить, выключить. Масштаб можно регулировать вручную. Видите, то есть вот так, и здесь джойстиком можно, так сказать, брать необходимую точку. Давайте вернем обратно. Можно просто нажать сбросить. Так. Автофокусировка. Так, автофокусировку сейчас мы с вами проверим. Например, на примере вот этого вот моего пульта от моей аудиосистемы. Вот смотрите, сейчас наведу на камеру. Видите? Здесь можете показать. Вот слайд. Видите? Еще раз мы берем и перенаводим. Вот автофокус работал. Автофокус сработал. Баланс белого. Баланс белого, в принципе, можно включить, можно выключить. То есть я этим не пользуюсь. Здесь устранение мерцания 60 Гц или 50 Гц. Ну, давайте проверим, что же изменится. Вот на 50 Гц я включил, а сейчас на 60 Гц. В принципе, ничего не изменилось. Здесь хромакей. Видите, как сразу сработал, да? Хромакей работает. Сейчас установлен на зеленом, поэтому у меня сразу же он исчез. Интересно, да? Хороший эффект. Так, давайте теперь перейдем в следующее меню. Здесь вот, если видите снизу, то есть источник 2 у меня не выбран, так как у меня сейчас одна камера подключена. Я не сравниваю камеру с чем-либо, я просто показываю вам, так сказать, возможности данной камеры Logitech, которую я купил лично для себя. То есть Logitech компания не платит мне за рекламу или какой-либо, допустим, не знаю, какой-то обзор. То есть я купил ее для себя, для своих стримов. Кстати, я стримлю на своем игровом канале на YouTube 899 Gaming Channel. Ссылка будет в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь, и там же сможете оценить качество захватов видео на стримах моих. Также я купил эту камеру на сайте Amazon. Вот я могу перейти, чтобы вам было понятно. Вот здесь, вот отсюда, вот видите, даже здесь написано, что купил я ее 11 мая 2021 года. Правда, я купил ее немного дешевле, была, по-моему, за 169, сейчас поднялась. Но ритейл цена 199,99 в Америке. За 179,96 можно купить сейчас. Вот так. Вот. Так что вы тоже можете перейти и так же, как и я, заказать. Это очень хорошая цена, кстати, на нее, на эту камеру. На официальный сайт. Сейчас мы посмотрим там характеристики, которые указывает производитель. Давайте перейдем в следующие настройки. Здесь у нас можно включить водяной знак Logi.
То есть при помощи этой программы можно, кстати, вести запись, так же, как она называется, Logitech Capture. Наложение какого-либо текста. Но это, в принципе, я думаю, именно к камере Brio не имеет отношения. Есть заводские фильтры. Вот это вот, допустим, по умолчанию нормальный. Есть вот такой какой-то непонятный фильтр. Здесь вот такой. Ужас, что это? Вот такой. О, можете посмеяться немножко. Да, и такой вот, типа, немножко приглушенные цвета. И, соответственно, вот такой вот теплый. Это, я так думаю, холодные цвета, это теплые. Но я думаю, нормальный. Самый лучший это нормальный. Рамку можно установить и выбрать цвет. Такая вот типа серая рамка, коричневая, зеленая. Ну, в общем, по-моему, лучше без рамки. И можно здесь установить переход. Итак, давайте сейчас перейдем к самому интересному. Здесь у нас, значит, видите, разрешение. Сейчас в данный момент разрешение 4К, 30 кадров в секунду. Но это максимально возможное разрешение. Это, кстати, эта камера она на сегодняшний день является топовой у Logitech. И, в принципе, по-моему, даже у нее нет конкурентов и среди других марок, так как не всякая веб-камера снимает в таком разрешении 4К 30 кадров в секунду. Ну, для меня главным разрешением для этой камеры было вот это разрешение Full HD 60 кадров в секунду. То есть FPS 60 кадров. Это идеальное, то есть, так сказать, разрешение и количество FPS, так как я на своих стримах, игровых стримах устанавливаю в играх такое же разрешение. Правда, у меня разрешение в 2К идет, но стрим сам вещается в Full HD 60 кадров в секунду. Поэтому, чтобы это, как бы, так сказать, вывод сигнал с веб-камеры совпадал бы с выводом игры, необходима установка вот такого режима, потому что другие веб-камеры обычно, как правило, поддерживают режим только Full HD в 30 кадров в секунду. Logitech позволяет сделать это в 60 кадров в секунду. Кстати, вот видите, я сейчас в данный момент вот махаю, допустим, рукой, и видите, даже нет как бы таких вот шлейфа нет. Вот, видите, как хорошо. А если я установлю, допустим, Full HD в 4К и в 30 кадров в секунду, то смотрите, здесь вот видите, заметили? Шлейф появляется, такой мощненький такой шлейф. Ну, это как бы 4К 30 кадров в секунду, это не для стримов. Я думаю, может быть, как-то по скайпу общаться, что ли, или в каких-то других условиях использовать. Но вот это будет мой самый, так сказать, необходимый, нужный режим съемки. Вот максимально Full HD 60 кадров в секунду. Также есть вариант 720p. Здесь уже до 90, по-моему, если я не ошибаюсь. Или нет? Нет, также 60 кадров в секунду. Окей. И в 360. Также 360, тоже максимум 60 кадров в секунду. Ну, я выбираю Full HD, FPS 60. Так. Здесь еще есть вот такое вот, можно выбрать такое разрешение, допустим, 1080. Ой, что это? Ага, это если вы стримите в портретном режиме. Да, но спасибо, мне не нужно. Мы будем стримить в нормальном 16:9, нормальный режим съемки. Кстати, вы можете оценить качество, еще раз повторяюсь, качество микрофонов, встроенных микрофонов. Я думаю, я сейчас сам не слышу, но потом, наверное, при просмотре видео тоже посмотрю. Но у меня, в принципе, есть свой настольный микрофон для стримов, подкастов. Это микрофон HyperX Quadcast S. Кстати,
вы можете найти обзор у меня на канале. Я добавлю ссылку в описании к этому видео. Посмотрите на обзор, тоже очень хороший микрофон, я очень доволен им. Посмотрим, что же еще есть у нас здесь. Микрофон по умолчанию, но я здесь, вот видите, здесь, кстати, у меня есть вариант, тоже вот HyperX, Quadcast S, но я выбрал по умолчанию свои микрофоны. Итак, давайте, в принципе, здесь в этом приложении все ясно. Можем перейти на сайт производителя и посмотреть, какие же функции предлагает нам производитель. Ну, как всегда, это производитель указывает, что это лучшая веб-камера, которая, значит, за счет технологий обеспечивает кристальную четкость видео с превосходным разрешением, частотой кадров, цветопередачей и детализацией. Так, и вот здесь указаны максимальное возможное разрешение, какие может поддерживать. Но здесь даже указано, что в HD 720p до 90 кадров поднимается. Кстати, но почему-то в этом приложении было всего 60. Всего 60. Давайте посмотрим, что здесь. Регулируем поле обзора, а я это вам уже показывал. То есть, когда это самый, значит, узкий вариант, это на 65, по-моему, да, если я не ошибаюсь, было. Вот 65 градусов, это когда только вас снимает, непосредственно внимание на вас. Здесь, допустим, идеальное построение кадра и все пространство в кадре. Так. Ага. Значит, вот еще очень хорошая здесь в данный момент есть такая вот функция. Кстати, давайте сейчас я ее проверю. Это, значит, называется Right Light 3. Это технология Right Light 3 и HDR. Сейчас он включен, и сейчас я полностью выключу свет в комнате, и вы сможете оценить качество съемки в полностью, так сказать, как бы таком темном помещении. Сейчас в данный момент единственным источником света в комнате являются мониторы. Ну, у меня два монитора. Кстати, вы тоже можете посмотреть обзоры на эти мониторы у меня на канале. В плейлисте «Мой рабочий стол». Там есть все, что у меня есть на рабочем столе. Полностью обзор на все гаджеты. Можете посмотреть. Вот эта вот функция HDR. То есть, и значит, обратно непосредственно показывается, что не только в темном помещении, но и, допустим, в прямом попадании солнечных лучей, как вот это обычно вот бывает, видите, вот такой вот эффект, да. Но, к сожалению, сейчас солнечных лучей здесь нет у меня, поэтому протестировать это сейчас не смогу, но поверим на слово. Думаю, производитель не будет врать. Вот эта функция поддерживает технологию, вот эту технологию поддерживает Right Light 3. Это вот позволяет снимать четкую картинку. Давайте посмотрим, что дальше. Значит, отличный звук в любых условиях. Ну, вы сейчас можете оценить звук, вот, который записывают два встроенных стереомикрофона. Они все направленные, то есть, например, в моем микрофоне, допустим, Quadcast S, здесь у меня там 4 режима, да, там кардиоидный, стерео, двунаправленный и все направленные. Здесь микрофон, они по умолчанию всегда все направленные. И поэтому я сейчас в данный момент не знаю, как качество звука. Проверим, когда буду монтировать видео. Безопасность и удобство обеспечивает Brio. Камера оснащена и оптическим, и инфракрасным датчиком, что обеспечивает быстрое и надежное распознавание лица Windows Hello. Вам больше не нужно вводить пароль для Windows 10. Просто взгляните в объектив Brio для входа в систему. Я попробую. Приятно, да, типа как в новых смартфонах, да, то есть как бы распознавание лица и сразу входишь. Бесперебойное потоковое вещание без задержек. Это мы проверим в процессе работы. Выбирайте нужные настройки приложения Tune для ПК. Я скачал это приложение, но оно более урезанное. Вот Logitech Capture, оно более, так сказать, развернутое, и в этом приложении настроек намного больше, чем, мне так показалось, по крайней мере, чем в Logitech Tune. Давайте я сейчас включу свет. Сидеть в темноте как-то неудобно, поэтому думаю,
Вот так. Сертификация для бизнеса, так, все остальное, что-то различные варианты. Так, и здесь вот сейчас я скрою это приложение. Давайте посмотрим техническую характеристику. Если вам интересно, можете поставить на паузу, или же, в принципе, можете сами зайти потом на этот сайт производителя. Я добавлю ссылку в описании. Ну вот, ребят, дамы и господа, надеюсь, что данный обзор был вам полезен. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Не забудьте написать комментарий. Если есть вопросы, обязательно пишите, я отвечу вам также в комментариях. Поделитесь данным видео с людьми, которым может быть интересен данный контент, данная тема. Подписывайтесь на канал, не забудьте подписаться, потому что у нас еще много впереди хороших полезных обзоров. Я делаю обзор только на свои собственные гаджеты, которые я покупаю на свои собственные деньги. То есть мои обзоры не проплаченные, это не реклама, это просто обзор, то есть на то, что я купил. А я покупаю обычно, допустим, все самое, так сказать, качественное, что есть на рынке, потому что я перед тем, как что-либо купить, я сам изучаю рынок, изучаю характеристики, стараюсь сделать правильный выбор, поэтому мой канал так и называется «Личный опыт». То есть вы можете довериться моему личному опыту. Если вам нужна веб-камера, если позволяют средства, то покупайте самое лучшее. А сегодня самое лучшее на сегодняшний день это Logitech Brio. А в завершении хотел бы еще раз пожелать вам всего самого хорошего. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!